Алло, Григорович, когда там Сталкер 2 выйдет? Не знаешь? Ну, плохо. Мы-то уже, 10 лет ждем. Да, 10. Всем привет, дорогие друзья! Это канал Военный обзор и я Иван Савин. И прежде чем я назову тему сегодняшнего обзора, предостерегаю вас от того, чтобы вы оставляли под этим видео какие-либо комментарии, разжигающие пуканы левым или правым силам. Просто постарайтесь посмотреть объективно на объект нашего обзора и сделать для себя выводы. Ну или просто получить удовольствие от того, что смотрите такой вот эксклюзив о форме вооруженных сил Украины, которую принято сейчас называть ММ-14. Ну что ж, поехали, но сначала небольшой ликбез. Практически с момента образования Украины как суверенного государства армия была одета в камуфляжную расцветку «Дубок», которую часто путают с камуфляжем ВДВ СССР «Бутан». Эти два камуфляжа и вправду имеют небольшие сходства, но одним и тем же не являются. Подробнее про камуфляж «Бутан» у меня есть отдельный видеообзор. Вот на него прямая ссылка. Камуфляж «Дубок» был практически бессменным и применялся в украинской армии вплоть до начала войны на востоке Украины. «Дубок» плохо маскировал, был неудобен как боевая форма еще в нулевых годах, не говоря о десятых. В начале 2014 года ему на смену пришла гелитейка. Так ее прозвали в честь бывшего министра обороны Гелитея, при котором эту форму приняли на вооружение. Гелитейка была во много раз современнее, удобнее и за счет нового пиксельного камуфляжа ММ-14 обеспечивала хорошую маскировку в условиях украинских степей и пейзажей с выгоревшей травой. Но все оказалось не так радужно, как и на самом деле. Форма частично была скопирована с норвежской формы GARM от компании NFM. От нее гелитейка унаследовала множество рудиментарных и ненужных простому солдату элементов. А вместе с этим избыточную стоимость. Помимо стоимости, форма имела опасный состав ткани. Она была очень горючей и быстро сгорала, а материал, воняющий плавленной резиной, вплавлялся в раны, тем самым сильно сокращая шансы на выживание бойцу. Где-то в 2017 году ВСУ получили уже новую форму, разработкой которой занимался известный в узких кругах специалист в области военной экипировки Константин Лесник. Конкретного наименования у новой формы, в отличие от гелитейки или бутана, я найти не смог, поэтому буду говорить просто ММ-14. Новая ММ-14 уже была лишена недостатков двух предыдущих поколений формы и имела немало доброкачественных и позитивных решений. Конкретно об этой форме пойдет речь в данном видео. Должен добавить, что привезти такой комплект в Россию довольно сложно и проблематично, а для самого отправителя местами рискованно и уголовно наказуемо. Для провоза такой вещи за пределы Украины необходимо спарывать все бирки, свидетельствующие о принадлежности к ВСУ. Надеюсь, вы оцените мои старания и поставите лайк. Так, теперь, когда мы немножко ознакомились с матчастью, приступим к самому комплекту. Итак, друзья, перед вами комплект... Так, забыл. Так, вот так вот более похоже, более аутентично, но чего-то... Да, точно, чего-то не хватает. Итак, комплект в сборе. Комплект, в принципе, стандартный для любых вооруженных сил. Это головной убор летний, китель летний и брюки летние, как у нашего ВКПО или американского OCP, который сейчас является самым современным. Ну что ж, начнем разбор сверху вниз. От самого, как на мой взгляд, интересного и приковывающего взгляда, это кепи Мазепинка. Мазепинка ее называют, потому что она имеет прямое сходство с той шляпой, которую носили сподвижники Ивана Мазепы. Если я не ошибаюсь, там... Поправьте меня в комментариях. В общем, мы видим здесь такие характерные, как многие любят называть, свинячьи уши и эмблему, на которой изображен герб Украины. Также кепка имеет абсолютно стандартную форму, форму таблетки. Кстати, в ВСУ, если я не ошибаюсь, на данный момент разрешено также носить кепку с эмблемой Украины
но не формата Мазепинки, а формата обычной таблетки, как вот мы часто видим и в российской армии, и в странах блока НАТО. На кепке есть короткий козырек, в котором нету никакой проставки, можно даже вот так вот в принципе ходить. Он мягкий и защищает от солнца, мягко говоря, хреново, впрочем, как и у любой кепи такого рода. По бокам есть два люверса для вентиляции. Работают они, ну, мягко говоря, они не работают вообще. Данная форма изготавливается в двух вариантах. Первый вариант — это твил с закосом на морскую пехоту, я так думаю, на опыт морской пехоты США, потому что в вооруженных силах СНГ я не припомню, чтобы в какой-либо из армий применяли твил. Второй вариант этой формы — это рипстоп. Но вот я предпочел твил, потому что мне попался твил. Теперь поговорим о кителе. Китель здесь достоин похвал в плане того, что он пошит очень эргономично и удобно. Я сталкивался с различными видами формы такого типа, с американскими, российскими, конечно же, СНГшными разными, французским, немецким и, в принципе, многими другими. Решения, которые сделаны здесь для простого солдата, меня лично впечатляют. И за военнослужащих Украины можно только порадоваться в этом плане. А чем он мне понравился? Конкретно тем, что у него сквозные нагрудные карманы, которыми удобно пользоваться как без бронежилета, так и с бронежилетом, за счет того, что кармашки здесь расстегиваются по бокам. И карман этот сквозной, то есть то, что я положил, допустим, без жилета с внутренней стороны, я смогу достать с внешней, даже если на мне будет одет бронежилет с большой площадью защиты. Могу ли я так сделать в американской форме? Нет. Могу ли я так сделать в российской форме? Тоже нет. А вот в украинской почему-то могу. Вот подумали люди о том, что надо бы так сделать, и они это сделали. Воротник здесь стоечка, без каких-либо липучек. В принципе, от палящего солнца может помочь. В принципе, он очень высокий и может защитить хорошенько вашу шею от нежелательного загара и обгорания шеи. Я был на Украине и знаю, что это такое, когда ты вынужден торчать под солнцем, 40-градусную жару, кожа с тебя начинает слезать после ожогов там, блин, через день. Тоже разработчикам большой плюс. Позаботились о солдатах. Центральная застежка здесь, к сожалению, на молнии, а не пуговица. Это минус в том плане, что форма будет хуже проветриваться. И при поломке молнии придется серьезно так поднапрячься, чтобы ее починить. Если бы это были пуговицы, пуговица оторвалась, пришили новую, все, можно дальше действовать. Далее на кителе есть усиленные локти, в которые вставляется пенка, которую, в частности, я никогда не вставляю. Да и большинство военнослужащих в разных странах тоже этими карманами не пользуются. Но вот решили их добавить, почему бы и нет. Рукава здесь имеют липучку. Две липучки. Одна, так сказать, для широкого ношения и для полностью запакованного. В принципе, фиксация хорошая, удобная, но липучка, правда, оставляет желать лучшего. Опять же, пуговица была бы гораздо надежнее. И карманы на плечах. На плечах карманы обычные, стандартные, не особо большого размера. Но и как в любой стране НАТО, здесь главное, чтобы туда влезал жгут-турникет, и больше никаких особенных требований к этому карману нету. На нем установлена велкро-панель. И, что интересно, сразу же в комплекте к этой форме идут вот такие вот маленькие вышитые патчи с флагом Украины. Примечательно, таких флага идет сразу же два в комплекте к каждой форме. За липучку можно также засунуть пишущие принадлежности. Это может быть какой-нибудь толстый маркер или карандаш, или даже ручка. Раз уж мы перешли к знакам различия, то вкратце расскажу, что вот это конкретно эмблема Вооруженных сил Украины. Не Национальной гвардии, а конкретно Вооруженных сил Украины. На груди есть две полоски велкро, на которые клеится, как и в российской армии, как и в американской, Збройные силы Украины. Вот так вот это выглядит, если мы их снимаем. На правой же части груди у меня разместилась неуставная группа крови. Обычно здесь носится патч, на котором написана только фамилия военнослужащего. В моем случае здесь было бы написано Савин. Но, к сожалению, не дождался я своих шевронов с фамилией, так что выкручиваюсь вот такой вот группой крови. На груди также есть для звания солдата. Здесь просто пустой погон, означающий рядового.
А теперь перейдем, пожалуй, к брюкам. В первую очередь заметьте, какого оттенка сами брюки и какого китель. Это не заводской брак, а все потому, что китель я одевал 1-2 раза, а брюки я ношу практически каждый день, и я ими очень доволен. Брюки с первого взгляда кажутся обычными и не особо интересными. Ну, в общем, не для искушенных зрителей. Закрывается на канадскую пуговицу на стропе и на молнию. Опять же таки, молния плюс или минус решать вам, я предпочитаю пуговицы, потому что их менять как нефиг делать. Два очень глубоких врезных кармана из того же материала, что и сама форма, тоже камуфляжная расцветка вот эта вот. Легко можно уместить телефон или даже магазин автомата Калашникова, и станок AR-15 тоже вообще в легкую влезут. Довольно-таки широкие брючные шлевки, на жопе карманов нету. Ну, в принципе, они нафиг не нужны, ими практически никто не пользуется. И что очень удобно, четко посередине есть шлевка под брючной ремень. Забыл сказать, что на поясе есть вот такая вот регулировка, с помощью которой можно исключить ношение ремня, потому что они как бы вполне могут его заменить. Вот так вот это выглядит, практически как на G3 от KI Precision, но более так бюджетно. Ниже у нас боковые карго-карманы, грузовые карманы. Обратите внимание, сделаны они в принципе как у морской пехоты США, то есть передняя часть клапана просто-напросто пришита за ненадобностью. То есть, чтобы получить доступ в карман, мы отлепляем его только с одной стороны. И заметьте, какая форма этого клапана. Она имеет такую вот интересную форму, то есть специально, чтобы вот ухватываться конкретно с этой стороны. Объем кармана не такой большой, как на ECU, однако это не делает его менее функциональным. В области колена здесь дополнительный слой ткани нашит, и опять же вход на липучке для пенки и прочей дополнительной защитой, которой, как правило, практически никто не пользуется никогда. Очень в редких случаях это происходит. И в конце штанины у нас есть карман вот такой вот с липучкой для, опять же, ИПП. Либо ИПП, либо жгута турникета, как принято в странах НАТО. А мы все знаем, что Украина стремится в этот блок, поэтому и делают форму с дальнейшей унификацией с другими странами НАТО. Внизу штанины располагается вот такая вот липучка. Вместо всем привычной тесемки, которая есть даже на американской OCP, они вот сделали как на штанах Gen 3 у KI Precision. Есть первая позиция, так сказать, на расправку, и вторая уже отрегулированная. Специально для ношения либо с короткими берцами, либо же поверх них. Очень удобная штука в повседневной и не только повседневной носке. Теперь, когда мы рассмотрели комплект практически под микроскопом, я позвал специального гостя, чтобы он, как бывший военнослужащий Украины, дал комментарий по поводу того, что он думает по данной вещевке. Да, кстати, начиная с этого видео, я постараюсь приглашать специально военнослужащих, действующих или бывших разных вооруженных сил, чтобы они давали свои оригинальные комментарии касаемо формы и экипировки, в которой они могли нести службу и которые они могли бы даже применять в боевых операциях и всяческих тактических ситуациях. Встречайте, Иван Руденко. Ребят, всем привет, это Руденко. Мы сегодня говорим по поводу формы, непосредственно формы, которая была в вооруженных силах Украины, которая есть на данный момент. И я вам хочу сказать, есть несколько нюансов, на которых я хочу сделать акцент. Первый нюанс. До 2013 года на вооруженные силы Украины было всем абсолютно наплевать. То есть это никому не было интересно. Страну защищать на тот момент все считали, что нет кого. И это была большая ошибка. И это проявлялось на всех слоях. То есть некоторые офицеры деребанили Украину, у кого была такая возможность. Все остальные служили по целому ряду непонятных причин. Но факт остается фактом. Форма в украинской армии до 2012 года, она появлялась новая, только если кто-то на этом мог где-то как-то заработать, какие-то коррупционные схемы. Вот тогда, да, тогда было какое-то
новшество, но опять-таки никто в это не вкладывал мозг. Это делалось исключительно на фоне отката бабла. И вот как-то так это работало. Моя субъективная точка зрения, однако я думаю, что многие военнослужащие, которые находятся в вооруженных силах Украины и проходили службу до 2012-2013 года, поддержат меня в этом плане. То есть мы приходили на склад, я помню моих бойцов, я привел их на склад, и самым главным человеком в этом плане был начальник склада и тыловики. Там, получается, собакой виляет хвост, потому что тыл нужен для обеспечения боевых подразделений, но тем не менее боевые подразделения приползали к тыловикам чуть ли не на колени для того, чтобы получить какие-то вещи для своих солдат. Соответственно, размер не тот, плевать, бери, сапоги на размер не те, плевать, бери, качество сапогов через 2 недели развалились, приносишь на склад, говорит, поломанные, ты уже расписался. То есть, полный был беспредел, нет смысла на эту тему долго говорить. Новая форма, которая появилась на сегодняшний день в вооруженных силах Украины, которая на данный момент стоит на вооружении, если можно так сказать, это уже результат определенных действий, это уже потрачены определенные деньги, это уже кто-то попытался к этому делу подойти с умом, провели определенный социальный опрос, но все равно лежит в основе это бюджет мероприятия. Сколько страна готова потратить денег для того, чтобы сделать качественный продукт для своих вооруженных сил. И в Украине на данный момент недостаточно финансов, недостаточно средств для того, чтобы целиком и полностью развернуться и дать хороший продукт. Однако, это значительно лучше, чем то, что было до ситуации на Донбассе и ситуации в Крыму. Общался с некоторыми военнослужащими украинцами, которые там проходят. Украинцы молодцы в том, что они поменяли свою обувь. Вот об этом можно снять хороший видеоролик. Надеюсь, автор данного канала сделает это обувь. У меня скоро эти ботиночки появятся, буквально через несколько недель я о них сделаю видеообзор. Многие отзываются очень хорошо. По поводу формы, есть подразделения, которые все равно стараются найти что-нибудь британское, сасовское, Bundeswehr. То есть ребята, которые на передовой, у них там есть еще опции, и они все равно стараются присмотреть разные другие варианты, потому что все равно эта украинская форма на сегодняшний день не удовлетворяет всех целиком полностью. Но есть частники, есть компании, которые конкретно мне в процессе изучения вопроса, связанного с формой, приглянулись. Я бы сказал так. У меня скоро появится форма, мне ее уже выслали, жду не дождусь. Это новая мавка, это компания Weltec, и я хочу сказать, очень классные отзывы. Ей пользуются, и она довольно-таки неплохо себя зарекомендовала, особенно в некоторых войсках и подразделениях специального назначения. И под конец вот, общения формы, целесообразно показать форму, которая стоит у нас вот в Штатах. Значит, наша ASU, CP, там, в зависимости от того, кто как называет, почему-то ее в России, Украине называют по-своему. Мы здесь просто говорим о CP. Значит, перед вами вот эта вот форма. Вот она, собственно, затертая, потертая, но нет ни одного разорванного шва. Этой форме 2 года, это непосредственно моя форма. Я прошел в этой форме Jungle School, Airsoft School, то есть это не та форма, в которой ходит по паркету. Это та форма, с которой я непосредственно выполнял целый комплекс разных всесторонних задач. И многие задачи непосредственно были связаны с боевой подготовкой. Швы не разлезлись. Все четко, да, она уже выглядит не как новая, но, несмотря на то, что молния не посыпалась, я в ней прошел курс комбатив, то есть вас хватает за рукава, за горловину, вы перекручиваетесь. Я был удивлен, не вылетела молния, все осталось целое, и эта форма еще может использоваться. 2 года. Плюс эта форма весьма удобная при именно гавайских условиях. Я в ней был в Waterborne Operations, когда вас на вертушке отвозят на определенное расстояние, бросают в океан, вы должны вернуться назад. И тут вы начинаете понимать, что значит форма и ее технические характеристики. Я хочу сказать, очень классная штука. Потеть вы потеете, но высушить ее легко, стирается легко, никаких раздражений на коже не было. То есть мне на данный момент этот вариант нравится больше всех, но посмотрим, что нам привезет мавка. Может быть, мавка будет более интересная. Сравним. На этом моменте я хочу остановиться, то есть мне
по форме нравится американская форма, мне нравятся британцы. Я хочу посмотреть, что делать на сегодняшний день Украина, пощупать, попробовать. И вот Мавка, кто в теме, те ребята должны меня поддержать. Это довольно-таки интересный вариант из числа того, что на сегодняшний день можно найти в Украине украинских производителей. Все, ребят, на этом у меня все. Пишите, будем общаться. Кому интересна данная тематика, всегда милости просим. Подписывайтесь на канал Руденко и хорошего вам дня, всего самого наилучшего. Как вы поняли из комментариев Ивана Руденко, война в очередной раз стала двигателем прогресса в сфере экипировки, камуфляжа. По этой форме можно легко понять, что старенькие дедушки в пиджачках из всяких КБ были поперты молодыми людьми, которые реально шарят в том, как надо сшить боевую форму для простого солдата и для спецназовца в том же числе. Корни у всего этого дела, насколько я предполагаю, растут от компании P1G Peak Tactical, которая до событий в Крыму была в некой кооперации с ныне известной компанией Воин, известной по штанам. Кстати, видео по штанам, вот здесь, по-моему, ссылочка будет. Это видео разведоса, но я помогал ему его делать, и там, в принципе, все самое интересное про эти штаны есть. Возвращаемся к теме Украины. Подводя итог, форма оказалась очень хорошей. Если это видео будет вам интересно и под ним наберется, это 500 лайков минимум, я запишу видео о других элементах экипировки, которые имеют место быть в украинской армии на данный момент. Если вдруг кому-то из вас стало интересно приобрести какие-либо элементы украинской экипировки, в описании под видео я оставлю ссылку на одного молодого человека, который вам поможет такие штуки приобрести. Несмотря на то, что товарооборот между Россией и Украиной на данный момент переживает очень-очень темные времена. И самый главный офф-топ, ребят, говорят, что Акинатор постепенно начинает меня как-то распознавать. Так что набегайте в Акинатор и, заставляйте его меня угадать. Хочется, чтобы меня Акинатор начал угадывать. Что касаемо подписки, ребята, обязательно подписывайтесь на этот канал, если вам нравятся мои видео. Ставьте лайки, подписывайтесь в мой инстаграм, оставляйте множество комментариев. И обязательно, если кто-то из Украины смотрит меня, отметьтесь в комментариях и скажите, носили ли вы эту форму. И нравится она вам, или наоборот не нравится. В общем, оставляйте комментарии, рекомендации и замечания. Это был военный обзор. Меня зовут Иван Савин. До скорых встреч. Пока.